Вы бы поехали в город, куда неудобно добираться, где особо нечего смотреть, еда обычная, цены не дешевле, чем дома. Я поехала. И вот что из этого вышло. Добиралась я на ночном поезде Nightjet, и это был мой первый опыт в Европе. В отличие от обычных европейских поездов, в таких поездах есть купе, где можно взять сидячее место, лежачее или для сна. Хотя, честно, чем отличаются два последних, я так и не поняла. Из Германии было добираться неудобно. Сначала я взяла скоростной поезд, потом ночной. Но ради эксперимента я решила туда поехать на сидячем месте, обратно на лежачем. К удаче в обоих случаях я находилась в купе одна. Если бы купе было заполнено, то на сидячем месте выспаться было бы невозможно. А вот лежачее место – это полноценная кровать с постельным бельем и возможностью вытянуть ноги и нормально отдохнуть. В поезде было чисто, в купе были розетки для зарядки. Салфеточки влажные. И водичку даже дали. Утром принесли кофе с круассаном, это входило в стоимость билета. И тут я поняла, почему люди часто выбирают поезда вместо самолетов. Не потому что дешевле, билет был не копеечный. Туда я заплатила почти 35 евро, обратно 65. А потому что ты не встаешь в 4 утра, не несешься через пол аэропорта, не сидишь в очереди на досмотр. Ты просто ложишься спать в одном городе и просыпаешься в другом. Вокзал Любляны встретил меня максимально честно, без прикрас, потому что прикрасы временно сняли на реконструкцию. Судя по масштабам работ, новый вокзал получился впечатляющим. Жаль только, что проверить это придется уже кому-то другому. Оставив позади вокзал и строительную эпопею, я отправилась изучать город. И приятно, что центр находится недалеко от вокзала. Размеры Любляны, конечно, удивляют. Все-таки столица, но ощущения столичного мегаполиса здесь нет совсем. Население тут всего около 300 тысяч человек. Для сравнения, многие европейские города, которые даже не являются столицами, заметно больше. По дороге зашла в один традиционный славянский ресторанчик на завтрак. Уютное местечко в центре. И пошла помыть руки. И даже не знаю, это дизайнерское решение или проверка на доверие к окружающим. Возможно, в Словении очень оптимистично относятся к понятию личного пространства. В меню традиционный славянский завтрак выглядел довольно интересно. Масло, мед, джем, мармелад, яблоко. И мне показалось, что это не завтрак, а набор для чаепития у Винни-Пуха. Я поняла, что на роль словенца за завтраком пока не готова, поэтому заказала яичницу. Спокойно позавтракать мне все равно не дали. Местные воробьи, я так думаю, считали, что мой завтрак – это наш общий завтрак. Мне кажется, их тут прикармливают. Отбившись от воробьев и, наконец, доев свой завтрак, я повернула голову направо и увидела что-то странное. Первая мысль была, кто-то рассыпал здесь бронзовую картошку. Потом, возможно, это виноград, который очень плохо провел отпуск. В этот момент я еще не знала, что впереди меня ждут скульптуры гораздо страннее, но первые тревожные сигналы уже появились. Давайте с вами немножко поговорим. Вот порассуждаем, возможно. Хочется узнать ваше мнение. Вот вы когда видите скульптуры, памятники, монументы каким-то знаменитым людям, вызывает это у вас бурю эмоций, сильные эмоции? У меня нет. Ну, потому что мы живем в такое время, что сейчас можно найти изображения в интернете, есть куча фотографий, столько доступной информации. То, что я вам сейчас покажу, у меня вызвало эмоции. Огромное количество разнообразных эмоций. И вот интересно будет узнать ваше мнение. Напишите в комментариях, как вам вот эта статуя. Я поняла однозначно одно, что с люблянским искусством у нас будут неоднозначные отношения. Потом я встретила еще одну скульптуру.
потом еще одну. А потом в какой-то момент я поняла, что мне совершенно не важно, что хотел сказать автор. Гораздо интереснее, что я почувствовала. И, к счастью, в Любляне есть вещи, которые не требуют расшифровки. А на моем этом канале есть плейлисты по странам, а в них города. Там, кстати, очень много всего интересного. Пользуйтесь. Ощущения, конечно, странные, особенно когда переходишь с земли на воду. После «Человека с дырой в груди» я уже начала немного побаиваться местных скульптур, но это оказалось вполне понятной и очень важной и значимой для словенцев. Это Примош Трубар, можно сказать, отец славянского литературного языка. Мне сначала показалось, что многие слова подозрительно похожи на русские. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Хвала. Пока, до встречи. На свидание. Я не лингвист, поэтому могла что-то произнести не совсем по-словенски. Если среди вас есть знатоки языка, жду ваши исправления в комментариях. Обещаю не обижаться. Но лайк за мою храбрость все равно можете поставить. Славянский язык периодически создает иллюзию, что ты его знаешь. Некоторые надписи здесь настолько интуитивно понятны, что переводчик почти не нужен. Когда же я столкнулась со славянским языком уже на улицах города, то поняла, что не понимаю вообще ничего. Вот такой парадокс. Многие до сих пор и путают Словению и Словакию, и я их немного понимаю. Названия похожи, флаги похожи, обе страны небольшие, обе где-то в Центральной Европе. Только одна живет рядом с Италией и имеет выход к морю, а другая рядом с Чехией и моря не видала. Лично я чуть не спутала Любляну с Лос-Анджелесом, когда увидела это. Только это не Walk of Fame, а тротуар Книжного, Левстиковы, аркады. И там не Брэд Питт, а писатели и художники. Как я поняла, локальные звезды детской литературы. Достаточно неожиданно и необычно. Мне кажется, о таких необычных местах должно узнать больше людей. Нажимая кнопку «Хайп», вы поможете в продвижении этого видео. Спасибо! Ну а теперь от высокой культуры к высоким ценам. Или нет? Сейчас проверим. Но первое, что меня удивило, эти желтые бумажки. Выглядит так, будто здесь все еще помнят времена ручной инвентаризации. Я читала в интернете, что продукты вроде бы должны стоить немного дешевле, чем у нас в Германии. Однако цены иногда меня прямо удивили. Они оказались даже дороже. В простом магазине я нашла даже национальную гордость Словении – ореховую патицу. По сути, это ореховый рулет, только здесь он в мини-версии. Этот напиток появился еще во времена Югославии, когда Словения была одной из ее республик. А сегодня Кокта считается одним из самых узнаваемых славянских брендов. После супермаркета я заглянула в традиционное бистро и заказала йоту. Это густой славянский суп с квашеной капустой, фасолью, картофелем и колбаской. Сейчас, возможно, разрушу чьи-то ожидания, но меня он не поразил. Для нас вкус очень знакомый, чем-то напоминает щи. В городе мне встретилось несколько пекарен, но после Германии выбор, как мне показалось, намного скромнее.
Для бюджетных туристов я встречала вот такие автоматы с кофе. Можно расплатиться как наличными, так и картой. Стандартный совет всех путеводителей. Поднимитесь на холм, насладитесь видом на средневековый замок. Окей, поднимаюсь. Но, если честно, уже на середине подъема я знаю наизусть, что обычно прячется за словом «средневековый замок». Какой-то рыцарь, какая-то осада, реставраторы 19 века, которые все перестроили заново. Ну, хочется найти там что-то менее открыточное. Выхожу. И да, картинка ровно та, что обещали. Башни, лавочки, стандартный набор. Решаю не фотографировать сразу, а сначала зайти внутрь и почитать таблички. Там обычно прячется что-то интересное. Первая находка. Этот замок добрую часть своей истории вообще не был резиденцией аристократов. С начала 19 века это была тюрьма. Здесь сидел, например, Иван Цанкар, главный славянский писатель, их условный Достоевский по статусу классика. Удобно, даже в тюрьме у них была какая-то культурная программа. В 1905 году городской глава Любляны Иван Трибар выкупает замок у государства с конкретной идеей – сделать здесь городской музей. План хороший – отблагодарить бывшую тюрьму, превратить ее в культурный центр. Только музея не случилось. Вместо этого банальная нехватка жилья в городе. И в стены сказочного замка заселяются бедные семьи. Без отопления, без удобств. В стенах, которые буквально разваливаются. И живут они так, внимание, до 1963 года. То есть мои родители теоретически могли бы застать действующие трущобы прямо в этом дворе, где сейчас продают магнитики и наливают глинтвейн. И получается странная картина. Пока путеводители называют замок жемчужиной города, реальные люди здесь не жили красиво, они выживали. И этот контраст почему-то особо никто не любит вспоминать. Наверху ведь дегустации, смотровые башни, а не музей бедности. Еще мне сказали, что в башне замка веками жил смотритель пожарный. Конечно, его задача была следить за городом, и если где-то вспыхивал пожар, он бил в колокол и поднимал специальный флаг, предупреждая жителей. И это продолжалось вплоть до 20 века. Со смотровой площадки город действительно выглядит очень красиво. Но смотреть на это уже просто как на открытку у меня не получилось, потому что теперь я понимала, то, что выглядит декорацией к сказке, было чем-то совершенно не сказочным домом. Ну что, проверка Любляны подошла к концу. Безусловно, здесь есть история, необычные скульптуры, свой язык, традиции и даже своя маленькая аллея звезд. Все это складывается в очень аккуратный, спокойный и приятный город. Но бывает так, что место просто не вызывает сильных эмоций. Не восхищает, не раздражает, не удивляет настолько, чтобы потом еще долго о нем вспоминать. Именно так у меня получилось с Любляной. Я приехала, посмотрела, проверила и поехала дальше. Буду ли я советовать сюда приехать? Да, если вы любите небольшие, спокойные и очень комфортные европейские города. И нет, если ждете ярких эмоций и эффекта вау. Для меня Любляна оказалась городом, который я не полюбила, но и не могу назвать его плохим. Просто иногда в путешествиях так бывает. Ставишь точку, говоришь «было интересно» и едешь дальше, навстречу новым местам. Мне кажется, в этом тоже есть какая-то честность, которой не хватает большинству travel-видео. Смайлики, а вы подписывайтесь, потому что я уже пакую рюкзак. И следующая остановка? Не скажу где. Но в следующую пятницу мы проверим с вами столицу, после которой мне пришлось вычеркнуть многие старые мифы о Европе из своей головы.
Думаю, следующий выпуск, скорее всего, собьет вас с толку. Так что не теряйтесь. До встречи.